Всем большой привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня в этом видео я хочу рассказать о причинах, по которым не стоит делать татуаж бровей. Я знаю, что на сегодняшний день люди делятся на два лагеря: те, кто за татуаж, те, кто против. Безусловно, прежде чем делать татуаж, нужно 100 раз подумать. Неправильно принятое решение может обойтись вам слишком дорого. Ведь татуаж — это не макияж, который удалить можно за 2 секунды. Это постоянная деталь вашей внешности, которая будет с вами многие годы. И удаление татуажа — это болезненная, долгая и муторная история, без гарантии полного избавления от пигмента вашей кожи. Уверена, есть и хорошие истории про татуаж, но на своем пути я их не встречала, к сожалению. Итак, давайте перейдем непосредственно к причинам. Никогда не делайте татуаж бровей, который не совпадает с вашим натуральным контуром бровей. Бывают такие истории, когда мастер татуажа просто-начисто сбривает брови и рисует контур бровей, который ему кажется идеальным. Обычно этот контур не совпадает с естественным контуром бровей, расположен либо выше, либо ниже. Иногда делают просто такой взлетающий хвостик брови. Эта история чревата серьезными последствиями в случае, если вы захотите поменять форму бровей. Так как мода на брови постоянно меняется, либо вы захотите вернуться к своему естественному контуру, это будет сделать проблематично, так как татуаж удалить полностью не всегда получается, все зависит от пигментов, которые используются, и замаскировать, отрастив свои брови, также не получится, так как татуаж выходит за контур. Тут мне вспоминается история, где девушка сделала сначала один контур, потом другой, и в итоге у нее на конце был такой змеиный хвост из 2 кончиков бровей, змеиный язык, то есть очень показательная история. Потом она этот татуаж героически сводила. Чем закончилась эта история, к сожалению, не знаю, но выглядит очень печально. Это из раздела «100 раз отмерь и 1 раз отрежь». Следующей причиной не делать татуаж — это то, что пигменты со временем выгорают, становятся либо сине-серыми, либо желто-коричнево-красными. Это выглядит неестественно и странно. Вам придется ходить с таким ужасом или маскировать макияжем, либо тратиться на коррекцию. Если мастер говорит вам, что у вас долгие годы будет идеальный цвет, не верьте этому, вас обманывают. Третья причина — это утопическая мечта, что при татуаже вам можно забыть про макияж. Наличие татуажа бровей вас не избавит от ежедневного макияжа, так как татуаж меняет цвет и может сползать там пятнами, и вам придется все равно это все подкрашивать. Четвертая причина — это очень печально, но татуаж травмирует кожу и волосяные луковицы. Может, при первой процедуре татуажа ваши брови останутся на месте, но при постоянных коррекциях вы можете остаться вообще с лысыми бровями и потом всю жизнь отращивать их всевозможными средствами. И пятая причина, почему не стоит делать татуаж бровей. Потому что, когда вы делаете татуаж бровей, вы делаете его под свою сегодняшнюю внешность. При этом учитывается контрастность вашей внешности, ваш цветотип, цвет ваших волос. Но если вы вдруг решите кардинально поменять цвет своих волос, их температуру цветовую, например, из холодной брюнетки в теплую блондинку или в ярко-рыжую, то цвет вашего татуажа вам так легко не поменять. Иногда можно увидеть ярко-рыжих девушек с серым холодным оттенком бровей, либо блондинок с очень темными бровями. И это очень выделяется и выглядит неестественно. 100 раз подумайте, прежде чем делать татуаж бровей. На сегодня это все, что я хотела рассказать по этой теме. Если у вас уже есть татуаж бровей, напишите в комментариях, оправдались ли ваши ожидания от этой процедуры, что вам нравится или не нравится в вашем татуаже. Если видео было полезным и интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем до новых встреч, всем пока-пока!